Счастье, счастье, счастье летит. Летит счастье в 23-й год, за которое мы сильно, крепко с вами держимся. Крепко держимся за счастье. Все, кто со мной, тот обязательно приобретет стержень, сила духа, несмотря ни на что, философия жизни и формула счастья. Смотрим с вами неделю. Следующая неделя. Следующая неделя. Ангел-хранитель вокруг, везде. Только необходимо следовать всем этим подсказкам. Этих подсказок будет предостаточно. И они настолько светлые, яркие, четкие. Применяй. Только применяй их в жизни. И сейчас мы с вами подробно день за днем посмотрим, в чем дело, откуда такая активность ангелов-хранителей. Ну, так скажем, помощников наших, ну, так скажем, те, за которых можно прислушаться, взяться за руку и идти, исследовать. То есть какие-то силы, которые нам помогают и немножечко направляют, вот всю неделю дают очень мощные, сильные подсказки. Даже какие-то запасные варианты. Вот запасной вариант есть. Можешь так, а может быть и план Б сделаю. Если у меня здесь не получится, я себе еще один план сделаю. Вот такие мощные подсказки, которые будет нам давать на этой неделе звездное небо. С 6 по 12 марта. Ну а вижу, Розану, слышу такие чудесные подсказки. Конечно же, ставлю, естественно, роскошный лайк. Конечно, такой от ангела-хранителя, который даешь, и тебе следом это же летит. Вижу, поставили, спасибо. Смотрим, мои хорошие. Неделя просто складывается куда нельзя удачнее и лучше. И такие подсказки мощные сюда посылает, о которых мы сейчас с вами рассмотрим. Начинается неделя с того, что Солнце находится в знаке зодиака Рыбы. Ну какое здесь Солнце? Не командует, ни тебя не заставляет ничего. Оно светит, оно греет, оно тебя обнимает, оно тебя как батарейка заряжает очень легко, очень нежно. Не так, что теперь с такую большую энергию дал и ты. Нет, это такая энергия, которая окутывает тебя, оберегает тебя. И вот такая энергия делает сразу в начале недели чудесный, роскошный секстиль к Урану. Уран – это революционер. Уран – это неожиданно, это решимость, это сделать. Но тогда, когда Солнце не воинствующее, Солнце мудреца, Солнце, которое и греет, и светит, но ничего тебя не заставляет. И вдруг такой роскошный секстиль, гармоничный аспект с Ураном, который давай сделать, время пришло, надо все поменять, а вдруг это еще и сделать вдруг, и неожиданно, и случайно. Что-то, какое-то прозрение, что-то, какое-то новое учение, что-то, какое-то новое, вполне может быть, услышим какое-то новое заявление, новое какое-то правило, новая какая-то форма изложения, что-то, какая-то новая доктрина, по которой ты будешь следовать. Ну что-то ты такое можешь услышать, узнать очень неожиданно. Какие-то новые документы, которые прозвучат, в которых будут озвучат документ, в которых будут правила, интересные новые правила. Но так как это гармоничный аспект, и плюс ко всему, где находится у нас сейчас Селена? Да, Селена находится в Рыбах. Это ее самое лучшее положение. Это там ее просто роскошное положение. Так же, как
когда Венера находится в рыбах, это экзальтация, вот такое вот состояние Селены, когда она находится в рыбах, потому что там управляет второй управитель кто? Юпитер. Кто еще там управитель? Нептун. Нептун где стоит? В рыбах стоит. Солнце в рыбах. А еще следующее событие, о котором тоже будем говорить. Итак, этот транзит, этот секстиль, этот аспект, который между Солнцем в рыбах и Ураном. Уран находится в знаке зодиака Телец. Этот аспект нам показывает, что что-то очень основательное, капитальное, мощное, что-то и видоизменяется. Что-то фундаментальное видоизменяется. Кстати, по этому аспекту вы можете узнать о том, что ссуда может снизиться, кому-то, может быть, спишут какой-то долг, кто-то сделает очень хорошую покупку, кто-то узнает очень хорошее известие, может неожиданное, случайное принести. Дальше 7 числа. 7 числа у нас прекрасное, шикарное, роскошное полнолуние в Деве. Ну, наверное, одно из самых моих любимых полнолуний в Деве. Это всегда какой-то этап заканчивается. Когда заканчивается какой-то этап, его надо почистить, навести полный порядок. То, что Дева делает, perfect, прекрасно, самым лучшим образом это делает Дева. И вот такое полнолуние: очисти свое пространство, очисти свое ментальное состояние, очистить свое физическое состояние. То есть, да, ты можешь в этот день, а он еще очень сильно этот день, чем знаменательным, тоже сейчас поговорим. Итак, я про полнолуние сделаю отдельное видео, потому что я обожаю полнолуние. И мы с вами посмотрим, как полностью провести вот это очищение. Всегда полнолуние в Деве. Хочешь любви? Помойся. Руки помой. И все остальное. Ну, это такое образное выражение, но оно очень четкое. Тут действительно нужна чистка, такая капитальная, о которой сделаю отдельное видео. Также 7 числа, ну вот посмотрите, что творится. 7 числа Сатурн. Это планета стержень. То, о чем мы всегда с вами говорим. Стержень, сила духа, логика, кость. Сатурн. Основательно, капитально, продумано. Кого чувствовать? Нет, подумать. Сатурн делает транзит. Куда Сатурн идет? Идет в знак зодиака Рыбы. Кто находится в рыбах? В рыбах находится Солнце, в рыбах находится Нептун, в рыбах находится Меркурий, в рыбах находится Селена. Такой роскошный транзит делает. Сатурн, вот эта мощь, эта глыба, эта сила духа, это твой стержень, делает куда? В такой чудесный, прекрасный делает транзит и будет находиться там до 26 года. Селена, кстати, будет находиться в рыбах до апреля, до 16 апреля, то есть еще достаточно времени. Итак, 7 числа полнолуние в Деве, и также транзит делает Сатурн. Делает Сатурн в Рыбы, в котором собирается целый стеллиум планет. То есть Нептун там, Солнце там, Меркурий там, Сатурн туда пришел, Селена там. Вот посмотрите, сколько планет собралось в Рыбе. О чем это говорит? Это всегда говорит о том, что большая повышенная интуиция, защита, охрана самого себя тебе каким-то мистическим, магическим образом идут подсказки. Тебе находишь выход из положения, находишь решение какого-то вопроса. Ты улетаешь в какую-то неземную сказку, что-то тебе творить хочется, что-то тебе создавать хочется, тебе хочется красивые видеть вещи, замечать эти вещи, излагать их как письменно, так и захочется в музыке выразить, в красках выразить. Хочется поменять немножечко как-то свой даже гардероб на такой более необычный, более манкий, более мягкий,
более не яркий, тут ярких красок нет, а более такой мягкий глазу, тянет глазу. Какой-то магия во всем этом есть. Это очень сильный транзит переходит к рыбам в этот же день полнолуния, и там же находится Селена. Ну, загадывать, мечтать, желать, обязательно это произнести, это где-то себе записать, свое заветное желание, которое обязательно каким-то вот таким мистическим образом, ну, там находится Нептун, оно тебе, как будто бы ты со стороны будешь думать, ну, не бывает такого, ну, не может это мое желание исполниться, ну, это такое, это просто какая-то розовая мечта. И это может мечта превратиться в быль. Дальше смотрим, 8 числа Луна находится, еще конец, целый день, почти до конца Луна будет находиться в знаке зодиака Девы. Это роскошное пребывание Луны в Деве. Здесь нет тревоги, здесь нет волнения, здесь нет уныния, здесь одно есть. Вычистить все, пространство, как внутри, так снаружи и ментально. 9 числа и 10 числа Луна будет находиться в знаке зодиака Весы. Роскошная Луна в Весах. Ну, роскошная Луна в Весах. Все сбалансировать, все уравновесить, всему дать гармонию. Ну, помиритесь, если вы в ссоре, близкие люди, вы вместе. Ну, помиритесь. Ну, зачем быть в ссоре? Мы же можем найти общее какое-то решение. Ну, извинись. Ну, и ты извинись. Ну, давай вместе как-то мы примерим эту ситуацию. Мы можем решить любой вопрос. Любой вопрос решается. Вот так Луна говорит в Весах. Любой вопрос решается. Когда ты присутствуешь, когда ты на Земле, когда ты активен на Земле, нет тупиков. Все вопросы всегда решатся. Однажды только не решатся, когда у всех у нас в разное время, когда закроется один раз дверь. И это бывает у всех у нас. Но пока ты присутствуешь, пока у тебя жизнь твоя идет, все можно решить. Все вопросы можно решить. Только надо сбалансировать, надо урегулировать, надо найти примирение, надо найти гармонию. Вот так будет рассуждать Луна. 11 числа тоже у нас с вами очень сильное событие. Очень сильных 2 события. Начну, конечно же, хоть одно, хоть другое, они оба значимых. Итак, Венера находится в Овне. Ну, какая Венера в Овне? Ну я королевишна здесь почти. Я то, что я хочу, я это исполняю. Вот такая Венера. А что я хочу? Я хочу гармонию. Я хочу мужскую добавить энергию. Здесь она такая парная, она ищет эту мужскую энергию. Сбалансировать. Венера пришла куда? Туда, где правит мужская энергия, то есть пришла к Марсу. Марс находится в Близнецах. В Близнецах Марс что делает? Потому что секстиль с Марсом. Марс в Близнецах что делает? Тоже ищет эту же энергию. То есть я ищу того, кто ищет меня. Только мы не можем друг друга встретить в таком большом потоке. И на таком секстиле это может произойти. Это очень виртуально может произойти. Ну, абсолютно. Марс находится в Близнецах, и он уже там стоит долго, он уже там такой опытный стал. И он, конечно же, в Близнецах ищет что? Пару себе, гармонию, сбалансировать эти отношения. А Венера пришла туда, где управляет Марс. То есть, конечно, очень этот сильный секстиль для того, чтобы люди встретились. Оно как будто уже на горизонте, оно как будто его еще и видно, но не видно, понятно, но непонятно. И когда вот этот секстиль образуется 11 числа, то, конечно, это может виртуально исполниться или просто в презент времени, в настоящем времени. Вы можете встретиться, наткнуться, случайно увидеть друг друга, что-то как-то случайно, ну так как, конечно же, задействован Уран, а он тоже в этот день задействован. Ну вот случайно я отправила смс-ку своей подруге, оно каким-то образом попало на другой, человек отвечает, а вот я получила смс-ку, а я как-то... Вот завязывается переписка, оно как-то настолько все вот
в воздухе. В воздухе. Почему еще? Потому что Меркурий, который находится в рыбах. Меркурий, который находится в рыбах. Ласковый Меркурий. Меркурий, который говорит: у меня получится все. А как получится? А не знаю как. Ну вот знаю и не знаю. Я буду как-то аккуратно обойду все углы, и я знаю, что меня выведет. У меня получится. Вот такой Меркурий. Знаю, я не знаю как, но знаю, что у меня все получится. И эти методы сами найдутся. И вот такой роскошный Меркурий сделает тоже секстиль к Урану в этот же день, 11 числа. Уран – это все новое, это знание, это обучение, это новаторство, это все новые технологии, это очень большие контакты, это случайно, вдруг, неожиданно происходит то, что происходит. И тоже секстиль в этот же день. Итак, секстиль между Меркурием, Ураном, Венерой, Марсом. Ну о чем? О чем здесь? Конечно, здесь очень большой потенциал того, что люди становятся в отношениях, люди становятся, общаются, обмениваются информацией. Случайные, абсолютно знакомые могут стать близкими по духу. Люди друг друга поддерживают, люди друг друга понимают, люди сигналы друг другу подают. Возникают искры, эти отношения прекрасные возникают. Что еще может быть на таком аспекте? Это, конечно же, большие обсуждения, идут новаторство, что-то новое. Указы новые могут быть, приказы новые могут быть, отмены новые могут быть, решения какие-то. То, что вот знаете, ты его прям ждешь, оно неожиданно какое-то может быть очень сообщение, которое публичное, громкогласное сообщение, которое ты получаешь, это сообщение решает большие проблемы. Следующее 12 число, неделя заканчивается. Неделя заканчивается, Луна делает транзит к Скорпионам. Она здесь, Луна, какая здесь Луна? Ревнивая, подозрительная. Да, немножечко такая сексуальная. Но это все в Скорпионе. Луна такая в Скорпионе, так же, как Венера там, такая же. Здесь Луна. Луна в Скорпионе. Эти все отношения, которые витают в воздухе, она прям подпитает. Какой-то такой ревностью. Как-то, знаете, даст такую энергию, энергия, которая тебя, заводит. Сильное положение будет после таких секстилей, которые будет делать и Венера, и Марс. 11 числа, 12 числа Луна, находясь транзитом в Скорпионе, она подогреет это все, даст эту энергию, даст этот импульс. Немножечко такую внесет в хорошем смысле такую востребованность. Как-то тебя заряжает такой энергией, флюиды пускаешь, глаза загораются. Немножечко подозрительность. Луна подозрительная. Луна подозрительная в Скорпионе. Что-то подозреваешь, что вот как-то уже 10 часов, а еще меня не поздравили или еще мне не позвонил. Пришла СМС. То есть сам себя немножко, как будто бы ты сам себя немножко как-то себя настраиваешь, но, конечно, результат очень хороший получаешь. Такая, как жизнь вселяется в тебя, такой очень хорошей, сильной энергией, но это энергия такого характера, чтобы тебя, после зимней спячки как-то тебя немножечко взбудоражить. Вот такая энергия. Вот такая неделя, мои хорошие. И так, конечно же, ангелы-хранители. Ангелы-хранители находятся в водном знаке, то есть находятся в знаке зодиака Рыбы. Там находится управитель Нептун, управитель Юпитер. То есть все, что делает, жизнь превращает как будто в сказку. Хочешь ты в это верить. А мы с вами знаем, если ты не веришь в чудеса, во что ты веришь? В уныние, значит. Если ты веришь в чудеса, ты молодой. Тебе вот эта жизнь кипит. Ты ожидаешь это чудо. Так, как это делают дети. Они ожидают, что придет Дед Мороз.
А вот случится такое с ним, а вот это может получиться. То есть в ожидании дети пребывают в этом ожидании. И когда, то есть тогда, когда ты веришь в эти чудеса, ты остаешься, всегда остаешься молодым. Тебе прям как будто жизнь подбрасывает эти года, чтобы, ну вот в этом году не получилось, давай тебе еще в следующий. И она тебя продлевает, как будто жизнь – это твоя вера в эти чудеса. И, конечно же, когда на этой неделе сами ангелы-хранители находятся в рыбах, это вот такая поддержка твоего очень молодого, сильного, мощного состояния, твоей такой энергии. Да, Селена большую роль сыграет, транзит, конечно же, Сатурна, полнолуние в знаке зодиака Девы и, конечно, ни одной дисгармонии, очень гармоничные аспекты, которые мы будем с вами наблюдать. Уран очень активен. Уран активен. Посмотрите, какой активен в самом начале месяца с Солнцем делает секстиль, а потом 11 числа, в самом начале недели, 6, 11 делает с Меркурием секстиль. Да, конечно, Уран это ну вот что-то внутри такое расшатывается, но так как это в гармонии выстроено, поэтому мы будем полагать на то, что какие-то громкие, внезапные, случайные, но мы с вами услышим хорошие новости. Итак, может быть и запасной вариант здесь, созреть какой-то запасной вариант. Вот я, например, допустим, вот созрела у меня, не хочу больше здесь работать, мне здесь не устраивает, мне здесь неприятно, здесь меня не понимают, или мне здесь нехорошо оплачивают, или со мной не очень хорошо ко мне относятся и так далее. Есть свои какие-то причины. И у тебя созрел план, ты уже не хочешь здесь. Ты можешь... Два варианта, и у тебя эти два варианта, оба будет хорошие, ты можешь пробовать или остаться здесь и принять ситуацию как есть, либо я ухожу сюда. То есть ты всегда на этой неделе ты можешь найти запасной вариант, который, конечно же, ангел-хранитель тебя приведет к этому запасному варианту. Хорошая, очень хорошая неделя. Ну что, мои хорошие, вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, вот по Селене ставим лайки. По Селене все, что ты отправляешь, ты получишь. Ну это так, это так. Ангелы защищают, охраняют тех, кто доверяет этим ангелам, кто не делает никаких агрессий, кто не делает никаких обид, не запускает никому какую-то черную энергию, то ангел, конечно, тебя охраняет, тебе помогает, тебя защищает. Даже те, кто все равно ангел-хранитель, он очень сильный в знаке зодиака Рыбы, он все равно дает, ну, вытаскивает тебя из каких-то таких ситуаций, с которыми ты столкнулся, и о которых, может быть, даже ты не хотел бы вспоминать. А у каждого у нас есть за плечами то, что ты не хочешь вспоминать. Нет такого человека, чтобы прожил свою жизнь и, оглядываясь назад, за что-то было там, вот не хочется это вспоминать, какое-то событие. Есть оно у всех, потому что мы проходим свой определенный опыт. Бесконечно вас всех уважаю. Всем спасибо за поддержку канала. Всем спасибо за спонсорство канала. С удовольствием всегда оставляю ваши имена. Те, кто поддерживает канал, всем спасибо. Обнимаю вас. И жду лайк по Селене. И он сразу же полетит к вам таким же ангелом-хранителем. Обнимаю вас.